Живет в двухкомнатной квартире отец с 3 дочерьми. У него связи везде были. ФСБ, ГНК, ФСКМ. Ставил пистолет к виску. А он это все хотел для их блага. Кем же был этот человек? Много самооборонщиков, мужчин сидят в заключении. В квартиру начинает ломиться некто. И от него отбивался как мог. Приговор. 7 лет строго. Невозможно жить вообще никакому суду, не верить. Нам что, самим выходить на дорогу? Где нам делать эти преступления? Кто знает, а быть может, нашу жизнь назовут высокой, вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий. 3 сестры, 1901 год. По-моему, театральная афиша сейчас единственное место, где 3 сестры еще означают страдающих дворянок. Потому что во всей остальной медиа-среде 3 сестры – это теперь история про убийство и справедливость, не чеховского даже, а шекспировского размаха. Как всегда в подобных случаях, из уважения к аудитории и рекламодателям мы рекламу ставим в самом начале выпуска. Спасибо за понимание. Вы просили в комментариях вернуть вертолет. Пожалуйста, вместе с сервисом по поиску дешевых авиабилетов «Авиасейлс» мы возрождаем полюбившуюся многим рубрику. До этого я рассказывал, как управлять вертолетом. Сейчас о том, как ни в коем случае нельзя им управлять. Итак, 3 вещи, которые никогда нельзя делать с этой машиной. Первое. Нельзя резко переходить в пикирование, отдавая ручку от себя. Вот так. Почему? Потому что здесь такая конструкция, что при отдаче ручки от себя лопасть несущего винта может ударить по хвостовой балке с катастрофическими последствиями. Второе. Всегда нужно помнить про опасность так называемого вихревого кольца. Этот режим возникает чаще всего при попытке резко снизиться, например, при заходе на посадку и попутном ветре. Воздушный поток, который проталкивается винтом вниз, закручивается вот так, и резко падает подъемная сила. Как не попадать в этот режим, как из него выходить, этому отдельно учат. Третье правило касается не только пилотов, но и пассажиров. Никогда не подходите к вертолету сзади, потому что здесь, вот видите, написано, здесь хвостовой винт. Он вращается, его не видно, но он на высоте головы. Это очень опасно. Переходите по ссылке в описании, покупайте билеты на Авиасейлс и летите, куда вам заблагорассудится. Правильная съемка и хорошо подобранная музыка могут сделать Twin Peaks из практически любого места. Ну, потому что в реальности Алтуфьево – это не самый дешевый, не самый плохой из московских спальных районов. Здесь все стандартно, понятно, здесь все по уму. Вон детский сад, там магазины, там прудик есть. Узнаваемо, хорошо организовано, банально. И зло здесь тоже выглядит настолько банально, что до поры внимания на него не обращают. Ну, живет в двухкомнатной квартире отец с 3 дочерьми. Ну, орет на них, материт, это все слышат. Дочки кричат периодически. Может, бьет? Ну, кому охота в это лезть? Чужая жизнь, тем более кавказцы, свои нравы. Ну, кто же знает, что на завтра эта семья и этот район могут оказаться во всех новостях? Одно из самых шокирующих преступлений недели. 3 сестры 17, 18 и 19 лет обвиняются в жестоком убийстве своего отца. Прибывшая по адресу оперативная группа обнаружила тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Мужчине было нанесено более 30 ударов ножом. Сестры заявили, что пошли на убийство из-за невероятной жестокости отца. Я уверен, вы все про эту историю слышали, поэтому только основные факты по состоянию на июль 19-го, то есть через год после. 3 сестер обвиняют по 105-й статье, это одна из самых ходовых статей в наших судах. Убийство. Часть 2, пункт G, убийство группы лиц по предварительному сговору, от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненная, либо смертная казнь. По формальному признаку ровно это и произошло, группа лиц по предварительному сговору. Но всероссийским делом эта история стала не из-за того, что произошло, а из-за того, почему. Защита девушек настаивает, что это не 105-я статья, а 37-я. Не является преступлением причинения вреда лицу в состоянии необходимой самообороны. Необходимой обороны. И, собственно, все скандалы, все споры, которые идут вокруг этого дела, они вокруг вот этой формулировки. Где здесь самооборона, если установлено, что в момент нападения Михаил Хачатурян то ли спал, то ли лежал, отдыхал?
Самооборона это, или необходимая оборона – это просто сложная очень статья, по которой обычно самооборонщиков и самооборонщиц сажают. Значит, в 2012 году Верховный суд Российской Федерации выпустил пленум, спасибо ему большое, по статье о необходимой обороне. Там есть такой прекрасный пункт 5. В этом пункте 5 сказано, что ты можешь находиться в состоянии необходимой обороны в длящемся преступлении. То есть в данный момент ничего конкретно человек не делал, на тебя с ножом не нападал. Но он тебя длительно истязал и истязает. В данный момент он тебя не истязает. Преступление как бы на паузе. Но до этого и после этого он применяет к тебе насилие, истязает. И у тебя есть основания полагать, что есть угроза твоей жизни. Вот окна той квартиры на 3-м этаже. Год назад там живет Михаил Хачатурян и, соответственно, 3 его дочерей – Кристина, Ангелина и Мария. Если вам кажется, что многовато для 2 комнат, ничего подобного. За несколько лет до этого жильцов там было намного больше. Хачатурян сперва выгнал из квартиры сына, потом выгнал из квартиры жену. Как давно тебя выгнали из той квартиры, которая на Алтуфьевском? 16 лет, А сейчас тебе? 22. И вы жили там... Отец с матерью, Ну, 3 поначалу сестры, жили ты? 10 человек, мне бабушка, тетя. В 2-комнатной квартире. Слушай, а кем был твой отец? Ну, по слухам, авторитет. Ну, я эти слухи тоже слышал, а ты, наверное, лучше знаешь. Ну, он не показывал себя, чем он занимается и так далее. А ты с ним никогда не говорил по душам об этом? Не, мне ни разу не говорили по душам. Он для тебя был чужим человеком? Ну, у меня даже общего языка я не мог найти с ним. Контакт какой-то. Всегда какие-то ссоры были. Знаешь, я почитал то, что уже описано о твоем детстве. Это, в общем, жуткое впечатление производит. То есть отец начал избивать тебя, когда ты только подрос. И был даже какой-то эпизод, когда он в тебя стрелял. Ну, это пневматическими патронами стрелял. Да это просто как выстрел, как будто комар укусил. Нормально. Родной отец стреляет из пневматики, как комар укусил. Это ненормально, я тебе скажу. Ну, сейчас не понять, что нормально, что ненормально. Он считал, что он проявляет в нем, чтобы он должен как мужчина. Для него мужчина как, чтобы дерзкий был, дрался, отвечал. И он тоже придирался так всегда к нему. Сказал, такой мужчина в доме мне не нужен. Бывал момент, когда Михаил спал, я его привозила в дом, и он белевой ящик есть от кровати. Он там спал, ребенок, чтобы, не дай бог, отец в момент проснется, увидит, что он в доме. Как он вас выгнал из дома? Ну, что-то не понравилось, что я только с девочками сижу, ему не уделяю внимания, что я ему не жена, никто, типа. И начал кричать, ругаться, скандалить. Ставил пистолет к виску. Я просто посидела с девочками, поговорила, решила, что лучше уйти, надеялась, что у них лучше будет. Кем же был этот человек? Ну вот его сын, как вы слышали, говорит, что криминальным авторитетом. Вообще не похоже. Соседи, говорят, барыжил наркотой. По моим ощущениям, после всех съемок он был решалой. Причем довольно такого мелкого калибра решалой. Ну, то есть у него, да, был Lexus с блатным номером 777, 77 регион. Но не новенькая машина, и номер просто красивый. Ничего не значит. Квартирка, как мы поняли, ну, такая, так себе. Его влияние не выходило за пределы этого микрорайона. Ну, может быть, района. Но внутри района все его знали, все боялись. Тихо сказано, что, знаете, импульсивный, он ебанутый на всю голову. Он машину так поставил, что, говорит, мы не могли пройти. Я ему, говорит, сделала замечание, так он, я тебя сейчас пристрелю здесь. Он то с пистолетом, то с фотографиями в телефоне всем там показывает. То он там с патриархом в обнимочку, то он там, блин, с Малаховым в обнимочку, то он там со всеми. И к нему также приезжали наши дорогие лица. Честь им отдавали, потому что пусть баблосы возьмут и пошли. Ну, это нормально. Он крышевал, это точно. Это было. А что здесь такого? У нас весь мир бандиты. В
В чем еще особенность решал? Они, как известно, решают, в том числе, вопросы с местными ментами. В случае с Хачатуряном, возможно, не только с ментами и не только с местными. То есть у него связи везде были. Даже ФСБ, ГНК, ФСКМ. Откуда ты знаешь? Это он говорил? Ну, я видел этих людей, присутствующих на его день рождения и так далее. С Бутырки, главный директор. А откуда ты знаешь, что это они из ФСБ, ФСКМ? Это тебе говорили, что вот эти люди... Отец знакомил меня с ними. А брат с мамой, да, брат с мамой в прокуратуре тоже записали заявление. После какое-то время это заявление он показывает сыну, говорит, вот видишь, ваш дядя хотел меня посадить. И порвал это заявление перед глазами моего сына. Отец им сам лично называл имя человека, высокопоставленного правоохранителя, да, с которым у него хорошие отношения. А вы можете это имя назвать? Нет, не могу, к сожалению. Потому что оно в материалах дела, да? В материалах дела, да, там должна была проводиться проверка со стороны следственных органов. И вот 3 девочки-подростка остаются наедине с таким человеком. Что они про него, главное, понимают? Они понимают, что все у него схвачено, от него никуда не деться, и он с ними может сделать все, что захочет. Среди прочего, он, например, им почти не разрешал выходить из дома. За год они в школе были всего несколько раз, хотя вон школа по прямой от подъезда, 200 метров. До школы он даже с пистолетом заходил и грозил им. Учителя? Им все равно было. Я их даже предупреждал, что если вы будете отца вызывать, будет очень плохо. А они вызывали его в итоге? Да. И что? Он приходил с пистолетом, там перед ним мне угрожал. Директор школы говорит, что обращался в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки. Адвокат говорит, что те пару раз приезжали на квартиру к Хачатуряну выяснить, а что это его дочери не учатся. Как-то дальше разговоров дело не пошло. То, что там крики постоянно доносились, визги, писки, мат сплошной, перемат, он орал-то на них, это было это чудо. А что там у них происходило, откуда мы знаем? Понимаете, потом... все, конечно, понятно, но вы тоже поймите, да, мы же тоже не лезем. Скажи, пожалуйста, а сестры звонили тебе? Звонили, но не говорили то, что там происходит. Бил это, да, у нас это как в обычной тьме, как будто считалось, то, что это нормально. А больше ничего тебе не рассказывали? Да. Сторонники и родственники погибшего Хачатуряна, которых по процессуальной казуистике именуют потерпевшей стороной, говорят, что самая чудовищная часть обвинений против него, что он насиловал своих дочерей, ложь. Защитники девушек и те, кто девушек поддерживают, ссылаются на результаты экспертиз. Потерпевшие говорят, что они с результатами экспертиз ознакомились уже в обвинительном заключении, которого пока широкой публике не показывали, и что там все экспертизы в пользу потерпевших. Здесь не зал суда. Поэтому это же мой канал, я скажу, что я думаю после пары недель погружения в эту мрачную тему. Я думаю, что эти обвинения, к сожалению, правда. На это указывает слишком много деталей. Что касается самих деталей, я не хочу про них говорить подробно. Если вам это интересно, как он насиловал, кого, в какой момент, что конкретно он делал, этого полно в сети, вы легко найдете. Я только еще раз скажу. Мое мнение, мнение редакции заключается в том, что Хачатурян был не просто агрессивным психопатом, он был насильником. А теперь, как журналист, я должен предоставить слово другой стороне. У них же присутствовал некий план. План такой, получается, заключался, как мы все, что мы собрали, все, что мы видим, был план какой. Они его хотели убить именно в квартире. И у них план обломался, когда он вышел с квартиры. Они инсценировали самооборону, то, что отец на них напал с ножом. Они как-то перехватили нож и взяли, убили его. Также не могли бы приписать туда и перцовый баллончик, и сексуальное насилие. Хорошо, подождите секундочку. А зачем тогда они это сделали? Смотрите, для чего... Живет уважаемый, просто строгий человек. И 3 его дочери, которых он любит и которых он воспитал, берут его и убивают. Смотрите, я вам объясню, что здесь. У нас такой социум сейчас подростков возник, потому что они много чего хотят и много хотят, хотят быть дозволены жить роскошью. Отец эту роскошь не дозволял девочкам. Он не разрешал. И они его за это убили. Смотрите, возможно, они хотели свободы. Для каждого из нас свобода ведется вообще в разных пониманиях. Да? Отец не разрешал им, допустим, гулять.
Гулять он мог разрешить, если пошла бы, допустим, она со мной или с кем-то, допустим, из наших родственников. Да, так спокойно Арсен, извините, отпустить. что я вас перебиваю. Это все не выглядит сколь-либо весомым поводом для Ну убийства. почему? Если как бы считать, да, вот они говорят, что они были в заточении, как они описывают его, а заточение они неправильно описывают в том, что они говорят, он не выпускал из квартиры. А заточение было свободой. По их рассказам было... А он это все хотел для их блага. Для него, И как для бы, их, да... и для их блага они не ходили в школу, например. В школу они не ходили, потому что сами не хотели. Это самый главный момент. Чтобы вы понимали, отец в Иерусалим за год ездил раз 5. Период уезда его в Иерусалим был на протяжении 20 дней. В году 316-326 дней, сколько там. А где-то 100 дней... Он был настолько верующим, что Да, все время лежал в церковные Иерусалиме. праздники, церковные все праздники, Пасха, Рождение Христа, все. Он был в Иерусалиме, и первым он там стоял и принимал литургию, и все то, что есть. Долгие уезды в Иерусалим. Если взять период его уезда, когда он был в Иерусалиме, и взять период времени, когда девочки были свободны, просто социуме, могли и в школу ходить, и гулять, все что угодно, можно взять, обратиться в школу. Посмотреть, Михаил, допустим, в январе уехал на 20 дней. В январе они ходили в школу, они могли спокойно же ходить в школу. Вот есть фотки, как девочки жили. Разный месяц, разного года. Открыто живут, веселятся. Везде, в любой фотке, в социальной сети, там тысячи Слушай, фоток. это можно спорить. Я видел видео на дне рождения, или это юбилей был. У них взгляд, на мой взгляд, абсолютно затравленный. И они на него смотрят с ужасом. Это когда? Ну, вот, когда юбилей его и... Когда Ангелина говорит то, что я горжусь, что у меня такой отец? Говорить, слушай. Я очень рада, что это мой отец. Я желаю ему счастья, здоровья, и чтобы его любили так, как я. А как девочка, она же на тот момент, как они описывают, она уже, получается, с 2014 года к сексуальному насилию склоняется, да, получается, в этот период, когда записано видео, она уже как 2 года склоняется к сексуальному насилию. Как человек, который склоняется к сексуальному насилию, может, сама же подошла, не отец ее обнял, сама даже подошла к отцу, обняла отца. Этот образ не вяжется с показаниями, согласно которым там насилие было. Как Очень вяжется, очень вяжется. Пострадавшие очень часто видят ситуацию глазами обидчика. Они могут верить, что их правильно наказали, и если сейчас все хорошо, то значит их правильно похвалили, и они пытаются добиться расположения, добиться любви, и они как бы хватаются вот за те моменты, когда все было хорошо, и когда происходит что-то плохое, они думают, что вот если сейчас опять я буду вести себя удобно, то можно как бы сделать так, чтобы все время все было хорошо. Но этого не происходит, повторюсь, потому что это как бы именно цикличность. Всегда есть напряжение, акт агрессии, медовый месяц. Напряжение, акт агрессии, и вот это идет по кругу. Я просто недовольна тем, как применяется 37-я статья. Она, между прочим, вот тебя смотрят мужчины, хочу всем сказать, мужчинам, к мужчинам тоже прямое отношение имеет. Много самооборонщиков мужчин сидят в заключении. Превышение необходимой самообороны к мужчинам имеет прямое отношение. Это вообще не только про женщин разговор. Да. Вот что касается самообороны, мы специально хотели найти такой типичный случай, как это в России происходит. Недолго искали, надо сказать. Мы в Краснокамске, это под Пермью. Буквально неделю назад мы тут снимали совсем недалеко предпринимательницу, которая возрождает село. И было солнечно, тепло. А тут вот, видите, как удивительно, у меня так часто бывает. Вот тема такая, и здесь холодно, серо. Бараки времен войны стоят, как видите. И мы сейчас познакомимся с Денисом. Если вы, друзья, думаете, что у вас черная полоса в жизни, вам стоит с ним познакомиться. За один прошлый год онкологический диагноз, полостная операция, и потом в дом, где он вот тут живет с родственниками, ночью врывается неадекватный человек, как потом выяснится в белой горячке, начинает все крушить, ломает газовую колонку и кричит, что вооружен. Денис, вот этот дом, правильно? Правильно. Я сразу поясню, что мы с Денисом договорились, что внутрь не пойдем, поэтому мы снимаем отсюда. Значит, он проник отсюда вот в эти ворота. Да, то есть проник через гараж, то есть у нас подсобное помещение котельное. Вот, и проснулась как бы моя бабушка. Подумали, что в огород ты забрался. Ну, она подумала. То есть начала светить фонариком в огород, спрашивать, кто там, кто там. И в этот момент, то есть девушка моя услышала на кухне голос незнакомого человека, то есть который сказал: «Я вооружен».
Вот, побежала будить меня. А у вас полгода после операции, вы с трудом передвигаетесь? То есть мне в феврале сделали полостную операцию, то есть 25 сантиметров шов. Вы выскочили? Девушка... Насколько вы могли выскочить? Девушка забегает, я уже говорю, то есть вставал, и девушка забегает, то есть со словами говорит, что Денис, вставай, у нас в доме вооруженный человек. И одновременно, то есть начинаю слышать панические крики бабушки, бегу на крики, забегаю на лестничную площадку и просто, вижу то, что совершенно, то есть, не ожидаешь увидеть. То есть высокий человек, весь бледный, голый, то есть в одних трусах, обуви нету. И когда я увидел вот эту картину, все, человек на меня набросился, то есть отпнул его, ударился сам об стену. Вы схватили черенок от лопаты и стали отбиваться? Да, подбегает мой дядя, все, то есть у него в руках ружье, то есть ружье у него охотничье, все зарегистрировано, все как положено. Вот. Дядя стоит, направил на него ружье, говорит, ружье, не вздумай, то есть двигаться, дергаться. Чем кончилось? Чем кончилось? Тем, что я рассек ему бровь. Вот, и то есть попал палкой по правой части головы. Вот у него все, маленько спесь слетела. Я акцент сделаю то, что я не преднамеренно бил, все, я от него отбивался как мог. Полицию мы звонили раз 5. То есть полиции не было, минут 40. Хотя по рапорту, по этим, что приехали они минут за 15. Проходит день, да, к вам приходят следователи, сообщают, что этот человек скончался в больнице. Он не проходит день, то есть события были, все где-то до 5-6 утра нас все опрашивали. И вот в 2 часа где-то приехал сотрудник полиции, сказал, что человек умер в реанимации, то есть скоро приедет следственная бригада. Приехал следственный комитет, и первое, что сразу же, то есть очень жесткая манера разговоров, сразу же, где кровь. Сначала возбудили дело по статье какой? 109. Непреднамеренное убийство, то есть по неосторожности. Да, убийство по неосторожности. Потом переквалифицировали по 108. Вот 108 это как раз превышение необходимой обороны. Да, вот та самая статья. С летальным исходом. Они вам предложили признать, что был нанесен удар прикладом. Да, что якобы И его... взамен на это признание они вам что? Они все квалифицируют мои действия как самооборону. Вы подписали? Да, я подписал. Дальше суд. В январе 19 этого года, да? Приговор меня, то, что мы вызвали скорую помощь, меня переквалифицировали по 114 статье. Это просто нанесение тяжких телесных повреждений при превышении самообороны. Приговор 8 месяцев, ограничение свободы. Вот, и штраф, не штраф, а материальный ущерб и моральное возмещение семье этого алкоголика. Материальный ущерб 500 с чем-то тысяч рублей. Материальный ущерб 40 тысяч, моральный вред 300 тысяч, матери 150 отцу и 70 тысяч старшему брату. У вас есть такие деньги? Нет. Зная все, что мы знаем про российскую судебную систему, то, как вы из этого дела вышли, выглядит неплохо, прямо скажем. Это... В тюрьму не посадили. Это же ведь, скажем, не заслуга кого-то там. Это, говорю, что я же ведь законопослушный гражданин, и у меня, то есть, нету и не было проблем с законов вот до этого вообще, случая. И, то есть, и вообще, я вот сейчас вот на своем опыте столкнулся вообще, что у нас нету действительно каких-то, законов, которые грамотно и правильно, то есть, описывают эту самооборону. Я, всегда себя пытаюсь ставить на место тех, у кого беру интервью, и не дай бог, конечно, но, конечно, я бы тоже отбивался, если бы ночью ко мне ворвался человек и угрожал бы мне и моей семье. Как вы знаете, вообще в некоторых странах, в той же Америке, право на оборону жилища, оно священное. Если ты в такой ситуации нападающего убиваешь, тебе ничего не будет. И это правильно. И было в России не так давно разъяснение после пленума соответствующего Верховного суда, который объяснял про оборону жилища, как раз такой случай, который был у Дениса. Ничего не работает, потому что эта палочная система, где правоохранителям
нужно отчитаться о раскрываемости и о количестве возбужденных дел, и о количестве дел, доведенных до суда, она вот приводит к таким результатам. Кстати, если вы думаете, что это касается только частного сектора, что это вот в такой частный дом врываются, вот вам еще одна история из другого города, из Новосибирска. Вот в этом доме, на этой лестничной клетке, в этом подъезде все произошло. Нет, вот это другой дом, потому что после случившегося семья Виктора Гончара переехала из Новосибирска в Москву. Откровенно говоря, я не думаю, что этот дом лучше. Здрасте. Можно? Да, конечно. Это Виктор, это Юлия, с которой Виктору очень повезло, сейчас поймете почему. Значит, 2014 год, сентябрь. В квартире Виктор, он в ночную смену, он работает на железной дороге, отдыхает перед ночной сменой, спит. В квартиру начинает ломиться некто, стучать в дверь. Не разобравшись, старшая дочь Карина на момент события 12 лет открывает дверь, врывается некий человек, хватает ее за руку. Вы просыпаетесь. Дело происходит в квартире. Виктор просыпается, выбегает, выталкивает человека на лестничную клетку. Там между ними происходит потасовка, в ходе которой этот человек бьет Виктора. Виктор бьет этого человека. Я так понимаю, что в район живота, правильно? Да. Не бью, я его оттолкнул. Он прям налетел на меня, и я его ногой оттолкнул уже. Он там осел и вскоре умер от чего? Разрыва печени. Разрыва печени. После этого Виктора признают виновным в... Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью особым опасным способом по личной неприязни, проще сказать. Когда я это все в милицию пошел, мне сказали, все, это самооборона, ты все, что переживаешь, все нормально будет, все хорошо. Все, я так и год ходил, даже намека не было у меня. Все, что давали, все подписывал. Все, что давали, все подписывал. Там... Как адвокат говорил, 37-я статья. Да, 37-я. Когда дело в суд ушло, оказалось 111. Дальше идет процесс, да? И приговор 7 лет строгого режима. 7 лет строгого. И сколько вы отсидели? 9 месяцев. 9 месяцев. За это время Юля наняла нового адвоката, правильно? Да. Последний день до окончания апелляции. Слава богу, мои знакомые нашли нам хорошего адвоката. А главное, Юле удалось поднять общественное мнение в Новосибирске. Там были даже пикеты, там были публикации, весь все, город. Все, что я могла, я делала для этого. Поддерживал Виктор. У нас в редакции есть человек из Новосибирска, он рассказывал, что это реально была очень громкая история. Короче, дальше адвокат, которого Юля наняла, доводит это дело аж до Верховного суда. Верховный суд возвращает, я пропускаю некоторые этапы, возвращает его обратно в Новосибирск. И в Новосибирске при очередном рассмотрении принимается решение Виктора переквалифицируют на 109-ю. 109-я – это... Причинение смерти по неосторожности. По ней есть срок давности, по ней нельзя применять первый раз, если лишение свободы. Да? Все, его выпускают. И получается, на последний суд, вот у нас передали заново дело, у нас на суде на всех процессах был один прокурор, а когда последнее было вот, как прения сторон, пришла прокурорша именно та, которая его сначала посадила, а потом она его уже выпустила. При этом там есть еще, как я уже объяснял, 108-я. Это как раз причинение смерти при превышении необходимой самообороны. Но эта статья даже не звучала первоначально. Не звучала, вообще. Нет. Никто не хотел разбираться, просто они решили посадить и все. А в Москве вы уже работаете, да? Да, работаем. Я работаю на троллейбусе оба. На троллейбусе оба. Я до этого тоже на троллейбусе работал. То есть вы коллеги. Да. Виктор, вам, мне кажется, очень повезло с женой. С женой, с адвокатом, сейчас друг семьи. Да. Потому что, мне кажется, если бы не Юля, вы бы так еще и сидели. Да. Короче, вспоминается цитата из одного известного фильма. «Неужели в вашей стране, там один иностранец спрашивает, человеческая жизнь ничего не стоит?» На что ему опытный человек объясняет, это смотря чья жизнь. Садит как, и вот знаете, у кого нет ни поддержки, ни денег, ничего, иди сиди. Если у тебя есть деньги, ты не будешь сидеть. Вы говорите, палочная система, правильно? Как она работает? Что такое палочная система? Когда, закрывая месяц, год, квартал, показатели на выходе дел, возбужденных и направленных в суд, не должны быть меньше, чем результаты прошлых лет. Отчетность
То есть, если мы в этом году возбудили 100 дел, а в том году 120, то мы работали плохо. Естественно, нужно дорабатывать. Я помню, очень уважаемый мой прокурор, значит, не буду называть фамилию, потому что он действительно уважаемый, не стоит, он давно на пенсии. Очень смешно ему ответил следователь. Когда зашел разговор о том, почему у вас в этом году меньше преступлений, связанных с разбоями, грабежами, начальник следствия сказал, говорит, а как? Нам что, самим выходить на дорогу? Где нам делать эти преступления, если их нет? Почему суд всегда почти в России поддерживает обвинение? 0,4% оправдательных приговоров. Это самый легкий способ для суда. Есть два момента, о которых, я думаю, знают многие. Когда следователь заканчивает дело, вот в частности, как по моему доверителю Гончару, ему говорили, да не переживай, ты, у тебя самооборона. И в суде все разберется, и там все будет хорошо. А я сейчас пойми, у меня руководство, у меня вот результаты, квартал тут закрывает это дело, на выпуск пошло. Я сейчас не могу прекратить, ты не переживай, суд во всем разберется и примет правильное решение. А в суде судья, рассматривая дело, скажем так, негласно, той же защите может указать. А чего ж вы на стадии следствия допустили того, что ко мне в суд сегодня дело пришло по данной статье? Чего ж вы не добились там прекращения дела, либо переквалификации? Почему это должен делать я? Он один, у него нет следствия. Он смотрит то, что написано в обвинительном заключении. И ему легче. Вот говорил и говорю. Может, я и не прав, может, я и ошибаюсь. Флешечные приговоры, что это значит? Берем обвинительное заключение следователя и приговор суда. И они абсолютно совпадают, буквально накладываются, включая ошибки. Это что? Это законный приговор, оправдательный приговор. Это совершенно новый по тексту, совершенно новый по доказательной базе документ. И это составляет такую сложность, которую многие судьи не в состоянии Просто описать. не хочется в это влезать. Влезать раз. И второе, аспект коррупциогенности. А почему вы приняли такой приговор? Там органы следствия 2 года разбирались. Вы, наверное, слышали про дело сестер Хачатурян, да? Что вы думаете по этому поводу? Да, там неизвестно, что было на самом деле. Это Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Почему в «Медиазону» мы приехали? Потому что «Медиазона» — издание, к которому следует в этом смысле прислушиваться. Есть ли какой-то интерес у правоохранителей? Зачем им это нужно? Есть убийство, и они квалифицируют это убийство по той статье, по которой оно им кажется наиболее объективным. Я, кстати, тут не вижу какого-то подтекста, просто они не могли по-другому инкриминировать вот это деяние с их точки зрения. А вот смотри, объясни. Есть как бы 2 статьи, я так понял. Есть 105-я, это убийство, есть 108-я, это самооборона. Даже не про этот конкретный случай. Но я у вас в «Медиазоне» читал, что следователям сплошь и рядом выгоднее по каким-то внутренним соображениям писать 105-ю, а не 108-ю. Хотя вот, как бы там муж избивал жену, жена схватила нож, ударила в ответ, убила. Почему 105-ю пишут? Потому что труп есть. Это как бы чуть ли не главное и самое важное. Самооборона очень тяжело доказывается, объясняется на всех уровнях, в том числе на уровне контроля. Тут же вопрос еще и уровня контроля. Много же надзирающих всяких людей, которые стоят. Во-первых, надо своему начальнику объяснить. Начальник должен объяснить какому-то генералу, что у вас тут происходит. У вас труп. Что такое труп? Труп – это убийство. Они же также нервно реагируют на любые публикации в прессе, примерно по такому же принципу, что нас вынуждаете из бытовухи делать некое что-то. При этом мы все-таки понимаем, что, как бы совсем не рисовать систему черными красками, мы понимаем, что процент оправдательных приговоров по вот такого рода делам о бытовом насилии, когда, опять же, жена схватила нож и отбилась им от убивающего ее мужа, он намного выше, чем в среднем по системе. Он выше исключительно за счет суда присяжных. Дело в том, что теперь, и это очень большой плюс последнего года, любые дела
по убийствам могут быть рассмотрены в суде присяжных. А до этого не все были. Но до этого тоже частично по предварительному сговору с особой жестокостью тоже могли быть рассмотрены в судах присяжных. Но если просто женщина просто ножом просто на кухню, то обычно это... первая часть, обычно не было, но уже пошли приговоры, и уже есть оправдательные приговоры в ситуациях. И есть довольно важная вещь, что вообще присяжные к этим ситуациям относятся, как люди на улице. То есть люди бьют жен. В принципе, большинство же сейчас на улице скажут, такое, наверное, бывает где-то. Есть же сочувствие к женщинам, которые там с пьющими мужчинами живет. Но в том или ином случае бывает. И на присяжных вообще эти обстоятельства давят. Но тебе как кажется, исходя из того, что мы уже все знаем про это дело, его перспективы в суде присяжных какие? Хорошие. Присяжные уже пойдут с мыслями о том, что отец насильник. Это уже вопрос выбора присяжных. Ты понимаешь, что если... Здесь понятное дело, но мы же не залезем никому в голову, мы это не сможем посмотреть, кто как думает. То есть ты против суда присяжных? Конечно. Если будет присяжными оглашена та информация, которая имеется, допустим, у нас и обвиняемой стороны с полным объеме, который сейчас явным методом показывает всю правоту, тогда без проблем. Пусть хоть там будет 25 присяжных. Еще одно мое личное мнение, оно меньше понравится защитникам сестер, потому что, как мы помним, они настаивают на прекращении дела уже сейчас по 37-й статье о самообороне. А я считаю, что обязательно должен быть суд, и обязательно суд присяжных, и обязательно он должен широко освещаться в прессе. Вы мне скажете, только что сам все рассказал про наш суд. Да, но, во-первых, суд присяжных все-таки другой институт. Ведь присяжных для того ровно и придумали, чтобы они судили по справедливости, как ее понимают обычные люди. Ну и во-вторых, важно же доверять хотя бы какому-то суду. Давайте доверять хотя бы суду присяжных. Невозможно жить вообще никакому суду, не верить. Верить только в то, что все вопросы можно решить по-другому, самостоятельно. Мы тогда, знаете, к чему придем? Помните историю Виталия Калоева, у которого над Швейцарией в авиакатастрофе погибли дети? Он добивался справедливости, он требовал наказать виновного диспетчера у властей России, у властей Швейцарии, его все бортанули. Он тогда нашел этого диспетчера, поехал в Швейцарию и его убил. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, месть – это в каких-то случаях оправдание для убийства? Если человек не нашел правду в тех местах, куда он делегировал свои полномочия, в данном случае мы все делегировали свои полномочия государству. У государства есть Следственный комитет, есть прокуратура, есть милиция, есть там другие какие-то там силовые блоки или образование, или что-то. Если человек все это прошел и не нашел понимания, человек может решиться уже на свой суд, на свой поступок и на все это. Возможно, неожиданный поворот темы, но Сергей Сельянов, продюсер фильмов, в том числе «Брат» и «Брат 2», и мой вопрос вот какой. Ведь кажется, что кино и сериалы тоже внесли свой вклад в то, что никто не верит ни в суды, ни в полицию, а справедливость воспринимается как нечто, что может восстановить в России только Данила Багров. Во-первых, я бы не сказал, что Данила Багров, что это про справедливость. Это про достоинство. Восстановление этого достоинства связано с понятием справедливость. Но достоинство более какая-то высокая категория, чем справедливость. И наша страна так любила Данилу Багрова именно за то, что вот запрос большой на ощущение достоинства. Вот скажи мне, американец, в чем сила? А насколько история сестер Хачатурян кинематографична, на ваш взгляд? Она вообще кинематографична. Но я думаю, российский зритель это не примет. И у нас, наверное, сейчас мы сценарий такой не очень сможем написать, взрослый, что называется. Когда вот мы видим отношения между сестрами, какую-то. Это такая сразу более сложная история. Окажется, не уверен, что она нам по зубам. А не можем, потому что запрос общества на такие сложные истории, серьезные, нет. В
прошлую субботу в Москве должен был пройти митинг в защиту сестер. Его не было, потому что его столичные власти отказались согласовать. Одновременно активистки, с которыми мы общались, рассказали, что эту тему сняли с очередного обсуждения в дневных ток-шоу федеральных телеканалов. При том, что изначально эти телеканалы очень даже в историю впряглись. Ты расскажи мне, ты что так переобулся? Че? Стоп! Не надо! Стоп! Они даже, походу, заплатили тем людям, чтобы они вылетели, и избили меня. Когда толпой налетели. Это когда было? На пути, говорят. Это вот когда там вот это была сцена, да? Так-то я сидел, думал, что Арсен выйдет. Считает, это же его проблема, он же стоит за ту сторону. А вышли какие-то его друзья. Чтобы сделать так, то, что он не причастен к этому. А телевидение зачем это делает? Телевидение они делают для поднятия статистики, зрителей. Рейтинги? Да, рейтинги. Было несколько ток-шоу на Первом канале, на Втором, на России. И должны были быть еще несколько, и вдруг их то ли перенесли, то ли отменили. И, мы, будучи людьми опытными, понимаем, что когда это происходит одномоментно в нескольких редакциях на разных каналах, значит, позвонили и попросили. Кто позвонил и попросил, и почему, мы понимаем? Как ты сказал, мы как опытные люди представляем, как это могло было быть, да. Расскажи. Я считаю, что это, конечно, из администрации президента только могли последовать такие звонки. Это мое личное мнение, но меня, я уверена, никто в этом не переубедит. А почему, как ты считаешь, какого рода решение там принято? Скорее, консервативное крыло, которое есть в администрации президента, сказало, сейчас мы оправдаем этих детей-убийц, и дальше все подростки будут убивать своих родителей. И это самое, почему я думаю, что это как-то действительно примерно около было так сформулировано, потому что потом был эфир на Первом, и там такое тоже было представлено, кстати, женщины-консерваторши, которые это прямо таким текстом говорили. Я думаю, установка была следующая. Так, подождите, давайте шум сейчас затихнет, давайте, скорее всего, действительно утвердим обвинительное заключение, шуметь не надо, чтобы у нас здесь народ с вилами не выходил, и, скорее всего, давайте дело слушать в августе, когда вообще все уедут в отпуск. Слушайте, меня сложно заподозрить в симпатиях к цензурным ограничениям телевизионного контента, как понимаете, но в данном случае я скорее приветствую такой запрет. Потому что вся эта история в эфирах ток-шоу федеральных каналах, она точно развивалась уже по кальке и по сценарию имени Дианы Шурыгиной. Помните ту девочку, которую изнасиловали, а потом всей страной обсуждали, она сама виновата, потому что чуть-чуть выпила и не так оделась, или все-таки не виновата? И здесь все развивалось точно так же, хотя сама история, понятно, более трагическая. Вообще страшную вещь сейчас скажу. К июлю прошлого года здесь не осталось уже никакого другого варианта, кроме кровопролития. Потому что 3 сестры были уверены, что они никуда от отца деться не могут, и что если ничего не изменить, он кого-то из них убьет. Они в этом не сомневались. И, скорее всего, кстати, так бы и случилось. Трагический результат был вопросом времени. Есть дело сестер Саид. Под копирку. В Соединенных Штатах Америки ровно под копирку отец вел себя так же. Они решили убежать. И из-за того, что они убежали, они так переживали за маму, что они позвонили маме и сказали: мам, с нами все в порядке, мы там-то. Мама приехала туда с отцом, и отец всех 3 в пустыне застрелил. И вы знаете, у меня что-то нет оснований сомневаться в том, что эта симметричная ситуация была бы в случае Хачатуряна. Убитый это является моим отцом. Я его представляю как мой отец. Хоть он и биологически не мой отец, он мой дядя, но я его считаю его отцом, потому что меня с детства воспитал. Это любимый брат моей мамы, это также любимый сын моей бабушки. Я буду рвать и метать, они не И одного этого, я правильно тебя понял, Арсен, что одного этого, что это брат твоей мамы, человек, к которому ты относился как к отцу, одного этого достаточно, чтобы ты защищал его и рвал глотку всем? Конечно. Это мне объясняет твою мотивацию. По крайней мере, на этот вопрос я получил ответ. Что тобой движет? Потому что ты идешь в остальном, извини, я тебе честно скажу, мне кажется, в остальном ты идешь против здравого смысла. Потому что здравый смысл ясно указывает на мотив убийства, и мне, например, здравый смысл в этих бумажках. Здесь здравый смысл, который... Это не здравый смысл. Это то, что должен изучить суд присяжных. Скажите, а ваше чисто человеческое сочувствие на чьей стороне в этой ситуации? На стороне убитого или на стороне девочек? Я не могу сказать, обстановка в семье какая была, что их подтолкнуло.
любом случае считаю, что отец неправильно воспитал своих детей. Вот знаете, для меня это история про банальность зла. Вот обычный район, обычные многоэтажки, обычные люди, мы с вами. И нам, когда рассказывают истории про монстров не киношных, про чудовищ, которые издеваются над детьми, нам ведь всегда кажется, что это где-то. Это не может быть здесь. А ужас в том, что это всегда именно здесь, у нас перед глазами. И всегда потом оказывается, что кто-то что-то мог сделать, но не сделал. Знаете эту известную цитату? «Все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали». Вот именно поэтому самое ужасное и страшное зло всегда оказывается таким банальным. Это редакция. Пишите комменты, мы все читаем. Скоро увидимся.